Система питания двигателя топливом предназначена для очистки и подачи топлива в цилиндре согласно порядку работы двигателя в количестве, соответствующем нагрузке. Система питания двигателя топливом состоит из топливного бака, установленного перед задней левой колесной нишей корпуса шасси, топливозакачивающего насоса, фильтра отстойника, топливных кранов, топливоподающего насоса, топливного фильтра тонкой очистки, топливного насоса высокого давления с регулятором частоты вращения коленчатого вала двигателя, автоматической муфты изменения угла опережения впрыска топлива, форсунок и трубопроводов низкого и высокого давления. Я рад приветствовать каждого зрителя нашего канала. Я знаю, вы скучаете по этому ракетовозу, и сегодня мы продолжаем знакомство с этой машиной. Как вы знаете, в предыдущей серии мы столкнулись с проблемой, что наш БАЗ начал подтухать, то есть ему почему-то не хватало топлива. Сегодня я планирую слить топливо, которое было у нас, потому что неизвестно, что там внутри залито. Также постараемся почистить отстойник и добраться до фильтра тонкой очистки топлива. Это серьезнейшая задача в условиях ракетовоза, потому что все это находится внутри, как вы понимаете, и как это будет выглядеть, пока что я не знаю. Поэтому сейчас открываем моторный отсек, открываем отсек, где находится бак, и будем разбираться. Ну что ж, вот мы с вами и в моторном отсеке. Легендарнейший двигатель 5D20. Так, что я вижу здесь? Я вижу два фильтра стоит, так? Два фильтра тонкой очистки вот здесь у нас. Так, получается. Это помпа, которая подкачивает. Основная. Вот, это на нее идет вход. Вход идет с отсека оттуда, откуда-то. Понятно. Значит, в предмоторном отсеке стоит отстойник у нас. Здесь стоят основные фильтры. Хорошо. Сейчас заползем еще туда, в предмоторный отсек. В нем посмотрим бак, есть ли возможность там слить что-то с бака. Значит, мы сейчас находимся над предмоторным отсеком. В нем имеется огромный алюминиевый люк, вот этот вот, и маленький алюминиевый люк. Сейчас посмотрим, хватит ли нам маленького люка, если что, придется большой откручивать. Ну, после мойки вижу, здесь вода осталась. Внутри такое все мокроватое, то есть все-таки сюда попадает вода. Вот наш бак. Вот он находится здесь, имеет такую форму. Сейчас посмотрим, где у нас заборник. Вот наш бак. Здесь получается вот этот насос электрический, который как раз таки нам закачивает топливо. Ага. А вот там в баке, видите, вдалеке, есть как раз таки такое как раз углубление, чтобы слить топливо. И пробка в днище. Как раз там же находится. Это очень хорошо. Значит, мы можем сейчас слить наше топливо, отстоять, убедиться, что оно там нормальное. Вот. Ну и хотя бы посмотреть, что там происходит. Вот. Сейчас пойду подготовлю канистры и будем сливать. А сам заборник, получается, вот здесь же находится вместе с этим насосом. Ну да. Вот у нас, получается, дизельное топливо имеет желтый цвет. Расходятся три ветки. Одна заборник. Так. Она уходит. Заборник уходит на кран. Так, сейчас, секунду. Вторая трубка на Webasto в салоне уходит. Вот это. Это идет на салон, на Webasto. А, и здесь две еще. Так, эти две идут на краны. Так, на два крана. Один на подогреватель по ЖДХу, чтобы мотор
подогревать, а второй на двигатель. Все, я понял. Вот этот кран на двигатель, потом идет на отстойник. Вот у нас отстойник. Все понятно. А потом уже пошло в двигатель. Это воздухозаборник алюминиевый. Вот это редуктор заднего левого колеса. Это редуктор заднего правого колеса. Это ПГУшка. Это ком. Стоял на генератор. Это рычаг управления включениями передач. Вот эта кулиса наша идет через всю машину. Внутри вода, видите, это после мойки. Все-таки вода сюда попадает. Нужно открутить отстойник. И нужно посмотреть, что у нас там с заборником. Вот, потому что непонятно, почему он подтухал, что мне это не очень понравилось. Ну и топливо надо, наверное, слить и залить нормально. Все посмотреть, промыть бак, убедиться, что там нету чачи какой-нибудь, которая подбивает. Так, вот наша заливная горловина, а вот здесь вижу пробка, которую нам нужно открутить. И здесь получится, я так понимаю, сливная трубка та, которая нам нужна. Взял обычный рожок, вот так вот, и открутил. Ну и вот там, видите, наша пробка. На ней, к сожалению, вижу следы использования, то есть кто-то здесь уже сливал это топливо. Сейчас попытаюсь ее отжать и потом выкручивать и целить в канистру. Это очень сложно, будут потери по-любому, но от этого никуда не деться. Что ж, хочет идти. Немного я переживаю. Не хотелось бы приключений. Делайте ваши ставки, парни. Я откручиваю. Хрена себе. А там ничего не текет. Странно, там еще какой-то клапан. Какой-то бронзовый клапан. Сейчас его попробуем крутить. Пошел крутиться. Так, ответственный момент. Выкручиваю бронзовую гайку. Страшно. Сейчас как рванет оттуда топливо. Ой, совсем легко крутится уже. Гайка забилась там. Это катастрофа была, парни. Бля. Ай. Костюму жопа. Это просто трэш. Такого вы больше нигде не увидите. Гайка попала туда, в лейку. Столько топлива ни разу еще не терял. Это трэш. Это жопа. Я же говорил, что это опасная техника. Очередной раз в этом убеждаюсь. 80 удалось спасти. Но я весь в солярке и сапоги в том числе. Пойду сейчас срочно вытираться, потому что это капец. Костюму тоже жопа всему. Удалось спасти 80 литров топлива. К нам уже присоединился Леша. Леша, всем привет. Всем снова здравствуйте. Вы, наверное, заскучали, меня давно не было. Да, Леши давно не было. Будем помогать.
Да, так что дела пойдут быстрее, но это не точно. Следующая задача — навести здесь порядок. Немножко сейчас снегом закидаем, чтобы топливо это не стояло лужей. Ну, потеряли в районе, я думаю, 20-40 литров примерно. Ну и костюм минус тоже. Одел старый, но неважно. Значит, следующая наша задача — разобрать отстойник там внутри. Может быть, даже снимем насос заборный. Посмотрим сейчас, как пойдет, что там в отстойнике. Будем разбираться, сейчас смотреть всю топливную систему. Откручиваю отстойник. Его тоже нужно проверить. Почистить. Так. Поскольку здесь по-любому тоже будут нюансы. Сейчас проверим, есть ли там ржавчина. Бляха. Не вылазит нигде, зараза. Вот она как выглядит. И там внутри то же самое. Черное все. Нравится тебе за рулем? Да. Сейчас поеду. Снимаю насос топливный. Вот так он выглядит. Здесь к нему подходят провода. Все на пломбах. Вот, открутил уже по периметру гаечки. Теперь вот осталось, скажем так, финальный этап. Здесь тоже хочу посмотреть заборник, как он там выглядит, чтобы уже исключить все варианты засоренности. Здесь очень все ограничено по пространству, поэтому приходится немножко искоряживаться. Соединил я насос. Вот так он выглядит. В принципе, здесь мелкая ржавчинка только всего лишь. И все на этом. Сейчас это все прочищу. Засуну туда тряпочку в бак. В наш заборник туда вот. И прочищу все это, соберу обратно. Продую трубки наши на заборник. Получается, он качает в 3 места. Первое место — это вибаста водителя. Второе место — это вибаста на тосол, подогрев двигателя. И третье место — это заборник основной на топливо. Одел на заборник шланг вот там и продул. Вот этот кран перекрывает поток. Это на двигатель у нас крантик. Вот. Продул, все дуется отлично. Когда разберем на двигателе, то дунем вот в эту трубку, чтобы продуть ее тоже. Установил насос, зажал по периметру все гаечки. Очень тяжело сюда подлазить. Напоминаю вам, что находится это все именно вот здесь, в этих условиях. То есть туда руку закладываешь. Ну, подлазить очень неудобно. Но зажал. Сейчас прикручиваю 3 трубки. И Леша там зажимает снизу сливное отверстие на бак. И в принципе мы сможем уже заливать топливо. Также Леша отмыл уже отстойник. Сейчас его тоже соберем, установим. И нам останется только почистить 2 фильтра, которые стоят на уже самом двигателе. Тонкой очистки. Это грубые очистки у нас отстойник. А там еще стоят 2 тонкой очистки. Продолжаем ремонт монстра нашего. Да, системы очень все интересны. Заниматься нравится. Но, конечно, физически очень тяжело. Потому что лазить нужно везде. Но ничего страшного. Главное, что это удовольствие. Продолжаем ремонт. Так, зажимаю отстойник. Тщательно нужно зажать, чтобы не подсасывал воздух. Отлично. Леша там зажимает сливное отверстие сейчас. И в принципе мы уже готовы к заливу топлива. Даже можно попробовать здесь накачать, чтобы отсюда уже поплыла солярочка. Вот, то есть, чтобы не было пустой системы электронасосом, мы можем чуть-чуть ее заполнить. Вот, потом только зажмем вот сюда и все. Ну что ж, откручиваю сейчас вот эти крышки. Возможно, здесь один отстойник, один фильтр. Сейчас открутим, посмотрим там состояние, промоем, чтобы нам знать. И будем собирать. Так, открутил, пока Леша побежал за этим. Бля.
такое здесь все стрёмное. Фильтр. Чё себе фильтр? Угу. Его можно снять, промыть, вот здесь раскрутить, и все будет четко. Отлично. Пусть стекает, вот так поставим его. Вот так. Не надо плоскогубцы. А тут резинка такая не очень красиво стоит. Так, это будет ближний, это дальний. Два фильтра. Вот этот значительно черней такой, страшноватый. Вот так они рассоединяются, значит, фильтры эти. И внутри непонятный состав, да? Здесь нам работы на день, Леша. Смотри, не порви эти бумажки. Там есть, кстати, запасной комплект такой у нас. Так нормально, не слышишь? Ты просто их промыть, правда? Ну, всё. помыть и все. Отлично, сейчас так и сделаем, просто промоем их. Но вот это получше, по-моему, выглядит такой. Ну что ж, промываем фильтры наши, но, если честно, бензин, можно сказать, чистый. Вот. Потому что промываем вообще. Вот это чуть похуже, а вот это вообще в хорошем состоянии. То есть даже можно сказать, что вообще не стоит его трогать. Он вообще огонек такой. Фильтр. Вот. И в запасе в зипе там я нашел тоже вот такой еще вариант, но он полусобранный. Быть может, даже я сейчас дособираю сюда, его запакую, поставим этот новый. Пусть стоит лучше свежий, а. Ну, смысл нам его беречь? Я не думаю, что мы наездим на нем 10 тысяч и будем опять менять этот фильтр. Беречь его нету смысла. Поэтому ставим новый, вместо этого более загрязненного. В принципе, система немножко странноватая. Я не знаю, если честно, почему он плохо ехал. То есть, возможно, из-за забитого того отстойника он плохенько так шел. Ну, посмотрим, как дальше будет он вести себя. Но явно выраженной такой конкретной причины забитости я, к сожалению, не нашел. Мне это не нравится. Ну что ж, собрал я два фильтра. Один вот этот чуть похуже у нас получается, а этот новый и частично старенький. То есть, ну, собрали, как говорится, из того, что было. Так. Вот, если вдруг, друзья, у вас где-то валяются такие фильтры, будем рады. Надо было сюда солярочки нам налить, Леша. Надо сейчас нажать насос и накачать сюда солярки. Сейчас нальем топливо в бак, забыли налить. И Леша будет качать, а я буду смотреть, когда отсюда начнет идти топливо. Это будет означать, что система уже заполнена. Отстойник и все эти шланги наши. Включил массу, да? Да. Попробуй чуть-чуть. Ее надо держать, чтобы качало? Да. Ну давай, нормально, качай. Держи. Давай. Пошла. Давай. Пока еще воздух идет. Давай. Хорош. Так. Качни еще чуть-чуть. Еще. Оп. О. Так.
Так, один запаковали. Но как поступает во второй фильтр, я пока что не пойму. Какая-то непонятка, если честно. Ну, попробуй качать, Лёш. О, пошло во вторую. Ну. Хорош? Бля, много. Ё-моё. Я уже весь в соляре. Танковый двигатель, блин. Ну, неважно. Зато мы уже будем знать, что у нас топливная система. Все огонь, правильно? Немного вымокал. Сейчас еще вымокаю отсюда солярку из фильтра. Перекачали. Но видишь, как только закрыл эту, то начало качать сюда. То есть, ну, нормально. Короче, как завоняет потом тут эта вся солярка. Ага. Вытирает максимум. Ну, сейчас буду вытирать. Еще зажать надо, блин. Так боялся завоздушить, что теперь все залил соляркой. Сейчас запустим аппарат. Собрал фильтры. Сейчас еще вытру все здесь тщательно, чтобы не было все в соляре. Вот. И попробуем запустить. Посмотрим, как он будет работать. Ну что ж, вот он, легендарный двигатель 5D20B. Топливная система обслужена. Все готово к запуску. Сейчас попробуем его запустить и услышать это урчание прямого впрыска танкового дизеля. Так, масса, нейтралка. Сразу даем газу, чтобы потом не было косяков с этим газом. Накачиваем топливо. Так. Топливо надо накачать, потому что у нас тем более система вся была завоздушена. Теперь масло. Смотрим на давление. И стартер нажимаем потом сразу. Так, 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 так. Дергается, дергается. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Запуск. Оборотов, зарядка в норме, давление в норме, машина зверь, зверь, сразу накачивает систему, очень быстро компрессор, но здесь мало ресиверов, поэтому она быстро накачивается. Машина зверь. Работает, видишь, накачалось топливо. Надеюсь, там ничего не плывет сзади. Может, чувствуется уже. Да. Сейчас выставим 900. Давай попробуем воздухом запустить. Давай? Давай. Слушаем. Добавляем обороты. Баллоны у нас открыты. Оба. Нейтралка. Накачиваем масло и просто кнопку. И держим ее. Будет такой хлопок, а потом запуск. Ты готов? Масло. Есть давление? Есть. Запуск воздухом. Страшная тема. Но работает безотказно. Тут и тьфу. Но пока что нравится.
Я вот еще не проверял, работает ли тут свет. Работает. Работает. Ну, только пока не ближний. Работает. Работает. А подсветка? Работает. А повороты? Я в шоке. Щетки. Ну да. Ну это нормально. Валь, оба. Троим, ты понял? Дал воздух. Може где-то воздух хапає? Не знаю, давай подкачаю топливо. Вообще лопнет, капец. Только насос спасает, и то уже не спасает. Где-то воздух, наверное, сосет, зараза. Чисто на насосе, видишь, валит. Сейчас нормально. Вот, Крутящий момент. бляха, это вообще... Это непередаваемое впечатление. Блин, что он опять блокнет? Ну, даже повороты работают. И сигнал, кстати. А пневмом. Все работает. Ну. А, маленький и большой. Фига себе. Ну круто, что тут скажешь. Бля, класс вообще. Это первая машина с хранения у меня, которая не разграблена и в которой, ну, с большего все работает. Пускай поработает. А не с лучше. топливом мы разберемся. Да. Обороты работают. Свет работает. Итак, все равно он тухнет. Я не знаю, в чем причина. Мы уже все перебрали, блин, и отстойнички, все красота. Даже проверяли, текет ли из отстойника солярка, все без проблем. Что ему надо, вообще не пойму. Ладно, в общем, посмотрим, что, ну, сегодня уже времени нету больше разбираться. Завтра продолжим возиться с топливной, но это совсем мне не нравится. Ну что ж, продолжаем заниматься нашим базом. Расскажу в двух словах. Машина тухла. Причиной был отстойник, вроде как. Потому что, когда я пришел на следующий день и начал проверять герметичность, то заметил, что у нас в среднем отсеке возле мотора прям снизу туча соляры. Я сразу же снял отстойник, поменял все резинки, собрал, запустил, работал, вроде он нормально. Вот, ну, по идее, должен бы работать. То есть, причина изначально была в подзабитом отстойнике. А потом, когда я собрал, то чуть перекосило наш отстойник и, соответственно, подсасывал воздух. Поэтому он продолжал тухнуть. Но это в теории. В практике мы посмотрим дальше, как это будет выглядеть. Но это мы уже выясним при выезде, будет ли он опять создавать какие-то проблемы.
будет ли затухать, будет ли не тянуть. Ну, в общем, мы это выясним уже в ходе испытаний. Хотел ответить на ваши многочисленные вопросы, специально не отвечаю в начале видео, чтобы исключить тех, кто перематывает. Первый самый распространенный вопрос — это сколько стоит. К сожалению, продавец слезно умолял не раскрывать этот вопрос и не обсуждать, поэтому, ну, сами понимаете. Постоянные мои зрители знают, что я продал КамАЗа. Вот, собственно говоря, это и послужило поводом покупки этой машины. Она стоит дороже КамАЗа, но, тем не менее, было принято такое решение, и БАЗ у нас. Следующий вопрос. Зачем тебе это надо? На этот вопрос я ответа сам не знаю. Для чего он мне нужен, я не знаю, но была возможность уникальнейшая, друзья, выхватить. На принятие решения был всего лишь час у меня, и я принял такое решение. Кто-то из вас напишет, что это дурацкое решение, кто-то напишет, что это хорошее решение. Лично для меня это решение необдуманное. Что с этой машиной я буду делать, я не знаю, но я знаю, что это будет интересно для зрителя, что это крайне интересно для меня, и то, что это первая наша машина необычной советской компоновки, и возможности приобретения такой машины, но ее, может быть, уже никогда и не будет. Поэтому я не сомневался, вот такое принял решение. Много из вас, кто пишет, что вот я бы взял, я бы там, если бы не это, я бы взял. Да никто бы не взял. Отважиться на такую покупку может человек, который обожает советскую технику, который ненормальный, ну, такой как я. И я думаю, вы меня в этом поддержите. Еще часто задаваемые вопросы. Расход топлива, он нормальный, адекватный расход, здесь 40 литров, не стоит бояться. По заявленным, конечно, паспортным данным, ну а там посмотрим. Что мы продолжим делать дальше? Сейчас стоит основная задача наша, это навести порядок внутри, то есть собрать весь zip, который есть. Там вещи действительно уникальные, нужные, вот, и они сейчас валяются вот так вот кавардаком, нужно обязательно навести порядок. Второй вопрос нужно как-то решать нам с обзорностью. Ехать тяжело, не знаю, нужно какие-то, планирую, либо зеркала доустановить сюда получше, потому что в эти особо ничего не видно. Вот, но этим мы займемся, может быть, уже и в следующих сериях, но первоначальная задача, которую нам нужно сделать, это обзорность, навести порядок, ну и как-то каким-то образом проверить хотя бы минимально технические жидкости, то есть коробку, раздатку посмотреть, ну потому что мы как бы эксплуатируем машину, но неизвестно, что там и как. Вот. Обильно эксплуатировать мы не будем ее в ближайшее время, потому что у нас в преддверии большие морозы. То есть, ну, морозы очень серьезные, там опять до 13 градусов, 14, поэтому, естественно, нету смысла нам здесь мучиться с этими машинами и пытаться их, скажем так, эксплуатировать. Нету смысла. Тем более, что здесь залито летнее топливо в нашем базе, и тем более не стоит этого делать всего. Дождемся, потеплеет немного и обязательно покатаемся. Ну что ж, сейчас приступим к рассмотрению, что у нас там есть в зипах, всех запчастей. Посмотрим, проверим. Ну, естественно, вам покажу тоже. Пошли вовнутрь. Опа. Вот мы внутри. Ну, здесь холодно. Ну что ж, начнем. Во-первых, вижу сразу стойку для зеркала. Какая-то запасная. Тоже ее все положим. Значит, первый ящик, который нам предстоит разобрать и отнести туда, на базу. Это ящик с деталями. С резинками всякими. Даже есть вот фильтры запасные для топливного фильтра. Вставки. Сальники на цилиндрике. Ну, в основном щетки, смотрите. Вот такие щетки.
целый пакетик. Я не думаю, что здесь стоит все это, скажем так, изучать. Уже в случае каких-то необходимых ремонтов тогда нужно будет. Такие вот резинки тоже, видите, на всякие клапанки. Я так понимаю. Ну, вот такие резинки. В общем, здесь в основном у нас ремкомплекты всякие лежат. Асбест шнуровой тоже бывает иногда нужен. А, изолента, смотрите. Советская. Тряпичная. Видали вы такую? Широкая тряпичная изолента. Может, она, конечно, для каких-то других целей. Кто, может, служил, пишите. Вдруг она какая-то термоизоляция какая-нибудь, например. Но я знал, что здесь можно нарваться на классные вещи. А, шланги. Шланги какие-то советские. Вот это очень качественные шланги. Смотрите на качество обжимки вот этой вот. Просто вещь. О, спецключ, видали? На 14. Такой специальный какой-то. Еще спецключ подкачки. Сейчас еще сложу аккуратненько, чтобы не кучей лежало, а вот так одно на одно. И начнем следующий ящичек. Решил я распаковать один комплект. Все-таки очень интересно, как это все запаковано. Вот так они все запакованы. То есть настолько все аккуратно. Это ужас. Вот даже записка есть какая-то. Сейчас посмотрим. Вот так резинки выглядят. Резина очень качественная. Несмотря на то, что ей очень много лет. Сейчас глянем, что здесь за надпись. Так, ведомость одиночного комплекта ZIP для изделия 14GF1. Не знаю, видно вам, не видно. Комплектовал. Роспись стоит и дата 27.09.80. 27.09.80. И роспись. Все под роспись. Представляете, друзья, как комплектовали тогда? Нашел вот такой кран. Непонятно на что он. Либо на воздух, либо на солярку. Напишите, если знаете, где он должен стоять и вообще от какой это техники, если кто-то знает. Эти вещи тоже уносим. Будут лежать там у нас на базе. Здесь нету смысла, чтобы они валялись. Давайте разберем следующий наш ящичек. Не менее интересный будет явно. Так, резинка какая-то. Вантус. Так, сальники смотрю. Сальники будем ложить в тот ящик все. Так, что вот это тоже я не знаю. Напишите, кто, если знает. ЭК-48. Электрический клапан. Вот это, я так понимаю, переноска. Здесь включается, выключается. И меняется здесь оптика какая-то. То ли точечный свет, то ли пучок, я так понимаю. Непонятно. Линза сдвигается. Тоже вещь эксклюзив. На давление бочонок, видите, советский. Чехол какой-то. На двигатель. Или куда это? Странная вещь. Кто знает, пишите, куда это. Два окошка. Ну да, здесь написано 5937. Это значит на нашего база куда-то. Может на заднюю часть. Посмотрим. Так, лампа переносная. Без лампочки. Точно такая же, кстати, как эта. Один в один. Обычная советская. О, еще один бочонок на масло. Это вещь очень редкая, потому что они часто глючат. Ну что ж, подсобрал барахлишко. Все металлическое сложил в этот ящичек. Здесь чисто резинки. Еще вот такой пульт нашел тоже. Управление. Также нашел еще ведерко одно.
Нашел еще всякие вот такие вот штучки брезентовые. Ну, то есть, немножко здесь сейчас наведу порядок. Я думаю, будет все четко. Здесь у нас лежат вроде как спасательные жилеты. Я не знаю, как они выглядят. Типа надувные такие жилеты. А, ну понятно, они такие здесь с каким-то... Что это интересно внутри такое? Порошок какой-то. Интересно, что с ним происходит? Наверное, он вздувается в воде или что, я не пойму. Порошок этот. В общем, это спасательные жилеты такие. Вот, когда будем плавать, то обязательно они должны быть в машине. Ну что ж, разобрал все вещи. Вот так теперь выглядит здесь. Ну, там будет лежать. Вот эта наставка для того, чтобы одевать на вибасту и дуло, чтобы в ноги. По вибасте потом расскажу вам. Ну а здесь вот снял отсюда сиденья, они постоянно мешают здесь ползать. И их хочу как-то установить вот здесь. Ну это уже займусь чуть позже, я думаю, потому что здесь и сварка нужно как-то думать. Хочу вот так установить, чтобы, если что, можно было здесь прокатиться и чтобы эти сиденья не мешали. Также шумку. Ну шумку сейчас холодно у нас на улице. Если я наклею, она будет отваливаться. Поэтому дождемся потепления. Ну что ж, друзья, огромное спасибо, что посмотрели эту серию. Девчонок, наших зрительниц, конечно же, с Международным женским днем. Хорошего настроения, крепкого здоровья, всего только положительного и позитивного. Спасибо, что посмотрели еще раз. Не забывайте подписаться. Желаю, чтобы на вашем жизненном пути встречались только хорошие люди. Всех благ, веселья и, как всегда, только хорошего настроения. Всем пока!